Что ж, начинаем наш ролик про прогулки. Я пытаюсь... Да, я сегодня с микрофоном. Чтобы не орать. Потому что камера стоит на определенном расстоянии, и чтобы меня было слышно, надо говорить громко. Я не хочу надрываться. Буду разговаривать вот так вот в микрофончик. Ну что ж, отлично. Мне сегодня такое состояние, что мне хочется просто лежа все делать. Я сегодня первый раз красилась лежа, вот так вот глядя вверх на палетку теней, лежа на спине. Прикольно. Необычный опыт. И что ж. Представлю, что я просто записываю это в телеграмчик, но мой кружок затянулся и стал прямоугольником. Растянулся. Чтобы ничем себя не ограничивать, расскажу все, как думаю и как считаю. Итак, прогулки. Это большая часть моей жизни. Вообще, моя любовь к прогулкам началась с периода карантина, коронавируса. В тот момент я активно лечила ногу, колено от ушиба, который не проходил 3 года. Вот, и после традиционных методов, после того, как я обошла всех врачей, и они все такие, не знаем, давайте оперировать, так, вдруг поможет. Не буду вдаваться в подробности. Я, стала изучать всякие нетрадиционные методы лечения. И оказалось, что вкупе с психосоматикой, со всякими там штуками, примочками нужно вообще разгонять кровообращение по всему организму и желательно больше гулять. Хотя я думала, что наоборот, надо движение ограничить. Вот. И, представьте себе карантин, все заведения в основном закрыты, людей на улице не так много, и мне надо много ходить, много гулять. И я начала просто исследовать весь город. Ходить везде, где я раньше не ходила, и, если честно, это было самое такое благодатное время в плане единения с природой, потому что у меня было ощущение постоянно, вот как только чуть-чуть отходишь от центра города, а я живу в Екатеринбурге, было ощущение, что ты находишься практически за городом. И всегда, когда я гуляла, я ощущала какой-то такой буквально анимешный вайб. Мне чувствовалось очень много общего с японской атмосферой, судя исключительно по аниме, потому что я, опять же, в тот период начала аниме много смотреть, а до этого не смотрела вообще. Только в детстве Sailor Moon и покемонов чуть-чуть. Вот. Наш город еще окружают горы уральские, или не окружают, или они с нескольких сторон только. Они не сильно высокие, но когда подходишь к краю города, они видны, и это тоже создает очень классную атмосферу. И, летом, когда жарко и солнечно, это просто непередаваемое ощущение. И я, казалось бы, начала в терапевтических целях гулять, а продолжила из-за того, что это просто тотальная перестройка, не знаю, не только организма твоего, но и всего твоего сознания. И очень много художественных впечатлений я почерпнула именно из прогулок. Когда ты идешь и просто без мыслей, без музыки замечаешь вокруг очень много красоты. И тут очень большую роль играет то, что когда ты оказываешься в новом месте, ты автоматически начинаешь замечать детали вокруг. Ты погружаешься в новую обстановку, и тебе очень легко почувствовать себя новым человеком на новом месте. Даже если это в рамках твоего города, даже если это какой-то небольшой пригород, даже если это район, где ты раньше не бывал или по которому ты раньше особо не ходил, это очень встряхивает твой мозг, потому что дома практически к каждому предмету мебели, к каждому уголку прикреплен в сознании определенный ряд ассоциаций, определенные даже мысли, как будто бы они не существуют, но в твоем сознании они плотно связаны с этим местом. А когда ты оказываешься в новом месте, к тому же не перегруженном культурной информацией человеческой, например, в торговом центре, в общем, я где-то читала статью о том, что когда мы, например, листаем браузер или читаем какую-то статью с гиперссылками, на каждой гиперссылке наш мозг делает микровыбор, нажимать на нее или не нажимать.
также с картинками, например, с баннерами рекламными. Мы это можем не осознавать, но мозг работает на очень больших скоростях. Из этого, возможно, ты быстро устаешь. Также в торговом центре, когда ты особенно не просто гуляешь, а ищешь одежду, хочешь что-то выбрать конкретное, мимо каждого магазина, каждой вывески, которой ты проходишь, твой мозг делает вот эти вот постоянные микровыборы, надо, не надо, заходить, не заходить, и это как бы большая работа. Вот. А когда ты оказываешься просто на улице или в лесопарке, например, на природе, мозг отдыхает, мозг просто созерцает, мозг наполняется тем, что видит вокруг. И вот эта физическая смена пространства, она приводит к тому, что твое ментальное пространство тоже начинает меняться. И спустя какое-то время после прогулки начинают приходить новые мысли. Ты начинаешь себя ощущать по-другому. Очень много идей зарождается. И, казалось бы, это очень такое праздное времяпрепровождение. Ты просто как бы ничего не делаешь, ты просто ходишь. Но не знаю, мне это дарит такой заряд хорошего настроения, энергии, сил и желания просто что-то делать. Я заметила, что, например, петь и танцевать — вот такие виды искусства, которые направлены на активное самовыражение. Петь и танцевать мне хочется именно во время или после прогулки, или после какого-то интересного, насыщенного общения. Видимо, когда ты находишься все-таки в таком ограниченном, спёртом пространстве, и под этим я понимаю не только твой дом, твою комнату, но и привычный какой-то маршрут, привычные места, которые ты посещаешь, например, там, не знаю, школа, университет, работа, магазины одни и те же. Это все как будто бы помещает тебя в определенную коробочку, которая называется условно твой мир. А когда ты начинаешь выезжать за рамки этой коробочки, у тебя, как сказать, у тебя многообразие путей в пространстве переносится и на другие сферы жизни. И ты начинаешь мыслить более широко и в других моментах. То есть ты понимаешь, что не все ограничено твоим привычным восприятием. Оно и так понятно, но тут оно становится прямо явно и ощутимо, и применимо на практике. Вот, это мне нравится. Просто насчет прогулок у меня очень много таких разнородных мыслей разбросанных. Как бы их собрать в цельный такой нарратив, я не знаю. Поэтому просто буду говорить то, что всплывает у меня в голове. Те мысли, которые всплывают. И когда ты идешь, то есть в привычной тебе обстановке, в привычном для тебя районе, например, или на привычном маршруте тоже есть очень много красоты, очень много деталей, которые тоже могут спровоцировать целую цепочку каких-то художественных процессов в твоей голове, которые приведут к созданию чего-то интересного. Но это все слишком привычно для тебя, поэтому замыливается. Поэтому, когда ты находишься в привычной обстановке, ты в основном переносишься из внешнего мира, который тебе уже понятен, в свою голову. То есть ты двигаешься там, идешь по маршруту на автомате и просто прокручиваешь в голове какие-то свои мысли. И нужно специально сделать усилия, специально обратить внимание на то, что находится вокруг тебя, чтобы действительно что-то такое красивое заметить. Или нужно, чтобы там какая-то необычная погода была, например. Или какое-то, чтобы событие небольшое в пространстве произошло, которое обратит внимание на то, что происходит. Или луна какая-то очень необычно подсвеченная. И снова, когда ты оказываешься в новом месте, в новом районе, тебе не нужно даже стараться. Ты все замечаешь вокруг. Например, ты идешь, смотришь на какой-то предмет, на какое-то очень красивое дерево, и когда проходишь, вот у меня как бывает, я прохожу мимо, и я прямо представляю, какой красивый кадр мог бы быть вот с такой вот пролеточкой вокруг этого предмета. И рождается очень много визуальных идей. Потом я еще замечала такую интересную вещь. Когда приходишь домой после прогулки, у тебя где-то на фоне, на подсознательном уровне прокручиваются сцены того, что ты увидел. У меня такое еще бывает после какого-то активного движения, например, спорта или танцев. То есть у тебя фоном идут уже не твои какие-то привычные фоновые мысли, а вот эти вот образы, взятые из прогулок.
или какие-то движения. Например, когда поиграл в баскетбол, тоже у тебя потом в голове прокручивается твое взаимодействие с мячом, определенный ракурс корзины и так далее. Это очень здорово. Такой же эффект после пения, например, или после танца, да, когда разучиваешь песню или танец, фоновые мысли, которые часто бывают такими тревожненькими, они вымещаются, и, получается, на их место приходит какое-то такое художественное содержание. Это тоже очень радует. Потом после прогулок у меня очень такое ясное сознание, какая-то ясная голова, и даже если я начинаю думать какие-то привычные мне мысли, мне как будто намного проще сделать непривычные для меня действия. Например, вот поставить камеру и начать что-то записывать, это довольно на данный момент для меня энергозатратно, потому что непривычно. Вот я перед тем, как начала записывать, я даже думала, что у меня не получится начать что-то говорить, потому что часто такое бывает, что я ставлю камеру, начинаю говорить, первые там 3 минуты, 4 все отлично, а потом я сникаю, такая, боже, что я несу? Хочется все выключить, удалить и так далее. Вот. А после прогулки, как, например, сегодня, прямо, видимо, параллель из-за того, что ты побывал в новом, необычном для тебя месте, ты так чуть-чуть опустошил голову, тебе легче сделать и какое-то новое, непривычное действие. И в этом есть несомненный плюс. Конечно, мне кажется, если часто записывать видео, то это уже станет, опять же, привычным действием и будет намного проще, без дополнительных вспомогательных каких-то действий. Дальше. Где я обычно гуляю? Ну, на самом деле, когда я только начинала ходить, я просто открывала карту, смотрела по карте на места, на райончики, в которых есть хоть какой-то зеленый участок, ну, чтобы был хотя бы парк какой-то, в который можно зайти. Вот, ехала туда и просто без карты начинала ходить, смотреть, как бы куда меня занесет. И в конце уже прогулки, когда мне надоедало, я просто открывала карту, смотрела, где я нахожусь, и это всегда было очень интересно. То есть всегда интересно немного потеряться и потом сопоставить это с тем, как твой маршрут выглядел на карте. Потом у меня была еще такая штука, я просто садилась на любой автобус, который останавливается около моего дома, ехала до конечной остановки и гуляла там. Очень много интересных мест тоже для себя так открыла. Потом, когда я обошла уже все зеленые места, все практически лесопарки, лесопарки, опять же, такие плюс-минус безопасные. Там я, конечно, гуляла в светлое время суток. И, кстати, тоже такой момент, ты идешь, например, по лесопарку, тебе немного страшно, тебе кажется, что как бы ты тут один, и может произойти все что угодно, и тебе немного не по себе. Потом ты какое-то время проходишь, и даже там оказываются люди, то есть какой-то небольшой коттеджный поселок, или, не знаю, или какая-то даже база отдыха, то есть вопреки твоему страху, что ты забредешь в какие-то непонятные дебри, и с тобой что-нибудь случится, тебя везде как бы пространство поддерживает, и оказывается, что ты для себя открываешь очень много интересных, неожиданных мест. Но опять же, это зависит, наверное, все-таки от района. Совсем в таких странных местах, где реально ходят люди пьяные, гулять в одиночку, наверное, не стоит. Потом я обошла практически все в городе. Конечно, не все, конечно, очень много есть. Не только районов, но и дворов, в которых я не бывала. Но когда ты начинаешь видеть определенную схожесть и закономерности, тебе уже становится скучно гулять в этом месте. Тебе уже хочется идти куда-то дальше, за новыми впечатлениями. Я начала ездить в пригороды. Иногда городской автобус может довести до какого-нибудь небольшого поселения прямо рядом с твоим городом. А иногда там, например, с автовокзала. Но это уже подороже, это типа рублей 200 надо потратить. Пригород — это вообще отдельная история. Там, возможно, из-за того, что в последнее время строится очень много таких красивых, уютных, необычных коттеджей, там прямо очень необычная, уютная атмосфера, реальное ощущение, как будто ты находишься где-то в Японии. Или иногда бывает вайб, знаете, от таких старых, добрых американских фильмов, вот с этими соседствами, с такими красивыми дорожками, с красивыми аккуратными домиками. Вот что-то такое чувствуешь, когда гуляешь по пригороду. Бывают, конечно, пригороды, где просто стоят обычно деревенские дома и избушки, и это тоже очень вайбовые места, очень такие приятные. Там особенно вечером в субботу или в воскресенье пахнет костром,
затопленными банями. Это вообще прекрасно. Очень люблю это ощущение. Я сейчас говорю, я чувствую, у меня ощущение, как будто я лекцию читаю. Неестественно немножко, но я рада, что мысль хотя бы идет, поэтому будем записывать дальше. Да, и таким образом я практически все обошла, объездила. И да, и я очень рада была, особенно вот в период карантина, был очень чистый эфир. То есть, видимо, из-за того, что меньше машин ездило, в принципе, меньше заводов работало, был прям какой-то, я не знаю, кристально чистый воздух. И действительно, мне кажется, что вот такой был уникальный опыт прожить собственный город, который, по сути, является мегаполисом, как небольшой городок, как городок, который находится где-то на лоне природы. И я очень рада, что как бы мое открытие города произошло именно в такое время. Да. И прямо в воображении, наверное, больше всего у меня работало именно вот в этот период, когда была какая-то такая тишина и в информационном плане, и в плане информации в физическом мире. Какие-то вот творческие ресурсы точно открылись. Сейчас соображение тоже недавно меня одно посетило, что мы ведь воспринимаем карту, я обычно воспринимаю пространство города как карту, то есть вот этот вид сверху, улочки такие, центр, да, вот тут район, там район и так далее. Но, по сути, То есть это очень удобно, конечно, это облегчает людям жизнь, ориентировку в пространстве. Но если мы обратимся к нашему эмпирическому опыту, к тому, что мы действительно проживаем, когда ходим по городу, то это не имеет ничего общего с этим видом с высоты птичьего полета. И какая мысль меня не так давно посетила, что если воспринимать пространство не как вот эту вот карту, не как вид сверху, а как коридоры, по которым ты ходишь и которые ты видишь, то пространство получается практически бесконечным, даже в рамках одного города. Потому что вот, например, ты идешь, да, район тебе знакомый, но сколько в этом районе домов, сколько в каждом доме окон, и в каждом окне целый мир, целая вселенная одного или нескольких людей, у которых совершенно свое восприятие мира, свои интересы, свои увлечения. И если ты, например, познакомишься с кем-то из соседей, то тебе пространство его дома откроется уже с новой стороны. То есть туда добавится еще такая как бы кусочек карты под названием вот это, например, квартира. Каждый новый двор — это уже расширение пространства. И как бы просто если воспринимать свой город исключительно как вот эту карту сверху, то создается впечатление, как будто ты все уже здесь знаешь. Хотя на самом деле твое пространство делиться может почти бесконечно. Опять же, каждый новый двор, в который ты попадаешь, это новая какая-то сцена, это какой-то новый эпизод. И чтобы обойти все дворы, например, в родном городе, мне кажется, нужно достаточно много времени. Не знаю, возможно, в городах поменьше времени нужно не так много, но в Екатеринбурге я до сих пор этого не сделала, и я не думаю, что это будет моей целью, потому что все-таки присутствует некая однотипность. Но когда особенно интересная разнообразная архитектура, нельзя вот так посмотреть, например, на этот район, допустим, район Ботаника. Есть такой у нас район. И такой, я тут заходил в такой-то магазин, у меня тут, например, живет один знакомый, и я проезжал несколько раз. В целом я этот район знаю. Нет, ты его не знаешь, потому что там есть еще бесконечное количество каких-то уголков, в которых ты не побывал. И если воспринимать пространство как вот такой, например, коридор, по которому ты идешь, и каждый новый поворот — это каждое новое место, в которое ты зашел, не укладывать в своем сознании это все на карту, сложно объяснить, а воспринимать именно как такую большую разветвляющуюся сеть дорог. Если воспринимать пространство просто как то, что выстраивается вокруг тебя, когда ты куда-то идешь, куда-то движешься, представить, например, такой большой зал, который заполняется по мере того, как ты открываешь для себя новые территории, то пространство, да, становится безграничным, и оно становится намного шире, потому что вот этих, условно, дверей, которые можно открыть, их очень много. И вид карты,
на которой все уже расчерчено и понятно, это просто иллюзия, потому что в каждом новом месте для себя можно открыть что-то новое. К слову, почему вообще людей увлекает мысль о плоской Земле? Хоть это там, понятно. На самом деле ничего не понятно, но допустим, что это антинаучно и так далее, потому что если даже допустить хоть малейшую мысль, что Земля не круглая, а плоская, я этого не утверждаю. Я просто говорю, почему людям, в принципе, интересно во что-то такое погружаться и во что-то такое даже, возможно, и допускать вероятность того, что, возможно, оно и так. Это означает, что ты не весь мир познал, потому что когда мир — это такой понятный круглый шарик, каждый квадратный метр которого исследован, тебе как будто скучно становится жить, путешествовать, все же и так понятно. Если допустить, да, например, что Земля плоская, это значит, что где-то есть еще горизонты, которые не открыты, где-то есть пространства и земли, которые как минимум не отмечены на карте. Вот. Это добавляет какого-то такого азарта и первооткрывательского интереса. Но к чему я это говорю? Если наша Земля все-таки круглая, это не значит, что она понятная, это не значит, что она исследованная. Ой. Раз. Так, прервалась запись. Да. Итак, если все-таки согласиться и принять мысль о том, что Земля круглая, это вовсе не значит, что она понятная, что она исследованная, что в ней нечего открыть. Это так же, как, например, организм человека. Вот какое-то время люди жили и думали, что это как бы конечная субстанция, что это конечное вещество. А потом при помощи микроскопа, исследований оказалось, что внутри организма есть еще множество миров, есть какой-то свой мир бактерий, клеток и так далее. Также с Землей тебе кажется, что все, это такой вот цельный шарик, везде живут люди, животные, там существуют горы, моря и так далее. Но на самом деле, если углубляться в каждый, квадратный километр, и исследовать его подробно, можно открыть для себя бесконечное количество миров и почерпнуть очень много впечатлений. Вот к чему эта мысль. И вот интересно, например, как кошки воспринимают пространство, потому что, например, домашняя кошка, которая живет в квартире, я более чем убеждена. Вот у нас есть лоджия, кошка туда выходит, и она сбоку лоджии может смотреть на окно на кухне. Мне интересно, когда я подхожу к окну, машу, и она вот так вот на меня просто уставилась и смотрит. У нее в голове совмещается, что я сейчас нахожусь не на улице, а в доме, и просто из окна ей машу. Или когда я выхожу на улицу и машу ей с улицы, и она вот так вот на меня смотрит с балкона. А потом я, например, вывожу ее на улицу. У нее в голове соотносится, что это одно и то же место. Или, например, когда я ее вывожу из квартиры в лифт, мы спускаемся на лифте, выходим в подъезд, во двор, там, чтобы чуть-чуть она воздухом подышала. Интересно, она в голове понимает, что она как бы вышла, спустилась в пространстве вниз и вышла в бок. Или для нее это вот такой вот путь вперед, как бы вышла из двери, зашла в лифт, дальше вышла из лифта и куда-то туда вперед идет во двор, а потом вернулась назад в квартиру. То есть как? И если пространство воспринимать именно так, и по сути мы и так его и испытываем, то оно становится бесконечным и бесконечно делимым. Такие мысли. Так, чистая пища для размышлений, чисто просто прикольно было об этом подумать. Или, например, но это уже, конечно, ничего общего с реальностью не имеет, но тоже, допустим, ты человек, да, и все вокруг, например, симуляция. И каждый раз, когда ты поворачиваешь налево, ты на самом деле не поворачиваешь налево или направо, а все пространство вокруг тебя, относительно тебя поворачивается, как в VR-реальности. Даже не как в VR-реальности. Как будто бы ты, когда идешь, ты идешь все время по какой-то такой беговой дорожке прямо, и вокруг тебя просто поворачиваются декорации, проводят тебя в другие какие-то места, а ты на самом деле остаешься на одном месте. Я, если что, в это не верю, но интересно и под таким углом посмотреть на те же прогулки. Что еще я хочу на тему прогулок сказать?
Я рада, что что-то сложилось, что какие-то мысли удалось вытащить из себя. Если оставить такие, не знаю, рассуждения, умозаключения, то просто. Ну, я просто обожаю гулять. Мне просто очень хорошо во время прогулок, после прогулок. Редко меня тянет во время прогулки послушать какую-то музыку, в основном, если это очень знакомое какое-то место, и мне уже не хватает того, что я вижу вокруг, я включаю музыку, я наполняю как бы это пространство, эту дорогу уже какими-то новыми ассоциациями. Но обычно пространство, оно самодостаточно, и оно подкидывает тебе очень много интересных идей, образов и просто новое какое-то самоощущение. Из-за того, что мне очень нравилось вот так гулять, я до такой степени идеализировала прогулки, что я старалась прям каждый день куда-то выезжать, я там гуляла чуть ли не по 5 часов. Вот, в итоге я поняла, что мне это не особо нужно. Еще я поняла, что мне не особо интересно в одно и то же место возвращаться больше 3-4 раз. Ну, например, если это лесопарк, его можно исследовать очень долго, бесконечно. Но, опять же, раз на 5 уже впечатления не такие. Потом я еще замечала, что если ты только наполняешься впечатлениями, иногда бывает такое, что нужен такой период, когда ты просто созерцаешь, просто наблюдаешь, чтобы разгрузиться, например, после какого-то тяжелого, например, периода в жизни или после стресса. Но когда у тебя так уже сознание, скажем так, достаточно очистилось, ну, я так выражаюсь, но это не в эзотерическом смысле, это в смысле таком практическом. Когда ты уже достаточно успокоился, и ты примерно понимаешь, что ты хочешь делать, или у тебя возник импульс что-то делать, нужен какой-то баланс вбирания впечатлений и создания чего-то своего. Баланс наблюдения и деятельности. Потому что забавно, если бы мы создавали вещи не ради создания вещей, а ради того, чтобы моменты созерцания были более интересными и наполненными. Но по факту, вот я замечала, когда я просто гуляю, просто, например, смотрю фильмы, сериалы, аниме, и при этом сама ничего не делаю, не создаю, то и ощущения от прогулок и от просмотра чего-то, они намного более блеклые. У тебя у самого как будто нет вот этого налаженного потока, какой-то искры, какого-то очага, который мог бы подпитываться всем, что мир может предложить. То есть как будто впечатления, они оседают где-то в твоем сознании, но они не конвертируются во что-то действительно красивое и уникальное, что ты мог бы создать. И, например, когда ты что-то создаешь, когда ты погружен в деятельность, ты видишь и в пространстве, и в фильмах, в каких-то художественных объектах намного больше деталей, намного больше подсказок. Они как будто бы напрямую говорят с тобой и помогают тебе в том, что ты делаешь, в твоей деятельности. Поэтому сейчас мне хочется, чтобы этот баланс присутствовал. Ну и такой момент, да, при том, что прогулки — это прекрасно, и это очень соединяет с собой. И да, сейчас, прежде чем мы перейдем к этой теме, для меня во время прогулок оживало все, что я видела в аниме. То есть когда я только для себя открыла вообще мир аниме, японцы, они же очень... вот именно японская культура, она очень ценит природу, и они просто гениально и очень трепетно передают ее красоту. Они очень большое внимание обращают на детали, на атмосферу места. И когда ты посмотрел на, например, на то, как художник, создатель аниме подчеркивает ту или иную деталь, ты начинаешь на эти же детали обращать внимание и в реальной жизни во время прогулок. И для меня просто настолько оживали все сцены, которые я видела аниме здесь, в моем собственном городе, в моем собственном пространстве, что, я не знаю, меня просто переполняло вдохновение и восторг и от самих мест, и от того, что я смотрю. Это замечательно было. При том, что все-таки на Урале присутствует схожий с японским вайб, я не знаю почему, видимо, это из-за близости гор, видимо, это из-за летней, действительно такой жаркой, знойной погоды. Кстати, этим летом было не так уж тепло,
У нас буквально полмесяца была такая прям вот погода, как я люблю. Я много разных погод люблю, но летом мне прям очень нравится. Да, и при всем том, что мне очень нравится гулять, и это действительно соединяет меня с собой, это действительно меня успокаивает, действительно дает пищу для создания чего-то своего. При этом, при всем наступает определенный момент, когда ты устаешь от такой жизни, условно, отшельника, от жизни, связанной исключительно с созерцанием, не знаю, с прогулками, с пребыванием наедине с самим собой. И вот сейчас, например, у меня такой период, когда я хочу очень много, наоборот, общаться и взаимодействовать с людьми. Мне хочется переехать в другой город, потому что тут я все исследовала, что только можно. И я понимаю, что, возможно, в более крупном городе не будет такого трепета от прогулок, потому что, возможно, там будет слишком все шумно, слишком забито информацией и так далее, но все, мне уже не хватает того, что я могу почерпнуть просто из природы и просто из пребывания условно наедине с собой. Я уже чувствую, что мне нужна более, как сказать, мне уже нужна более динамичная жизнь. И именно это меня будет заряжать на данном этапе. То есть да, к чему я это сказала? К тому, что кому-то вот такие прогулки могут вовсе не зайти. Кому-то может вовсе не понравиться, потому что они, например, на другом этапе своей жизни или личностного развития. Не в плохом и не в хорошем смысле, просто на другом этапе формирования своей личности. Вот, поэтому, в общем, прогулки всегда в сердечке, но сейчас мне хочется больше уже активно заниматься деятельностью и с людьми общаться. Но я всегда знаю, что у меня есть такой, как сказать, такой уголок, такое место, которое всегда спасет. Когда я сегодня гуляла, я поняла, что от прогулок я, наверное, не откажусь никогда. То есть мне для перезагрузки, если что, я знаю, нужно просто поехать куда-нибудь в новое место погулять. И когда будет так, что, например, меня будут узнавать люди, например, что я буду делать? Я буду использовать это как повод для какого-нибудь косплея, я не знаю, ну ладно, не косплея, я реально буду делать какой-нибудь супер непривычный для себя макияж, надевать какой-нибудь парик и просто, не знаю, мне кажется, это будет так забавно, и просто идти гулять именно в таком виде. И только те люди, которые будут меня узнавать, с ними я буду фоткаться. Вот так вот. Нифига себе замашечки, да, у меня? Нет, ну серьезно, потому что не гулять в одиночестве это грустно. Это грустно. Столько всего упускаешь. Да. Теперь обратимся к заметкам. 11:11. Та-дам, 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 та-дам. Кстати, я периодически говорю слово энергия, вот это все. Вы не подумайте, что я какой-то человек не от мира всего, эзотерик. Но согласитесь, что есть не только то, что мы можем потрогать, увидеть и почувствовать, и пощупать. Вот, например, самое главное доказательство существования некой силы, помимо того, что мы как бы осязаем органами чувств. Вот, например, вы идете по торговому центру, и вы чувствуете на себе взгляд. И вы даже не чувствуете, вы даже его не осознаете, вы просто оборачиваетесь, и вы видите, что человек на вас смотрит. Что это? Что это? Откуда это? Почему? Никаких ни зеркал, ничего, или там в общественном транспорте, или просто на улице. Вы реально просто поворачиваетесь на то, что на вас кто-то просто смотрит. Как это работает? Как бы до открытия электричества люди тоже не могли поверить в то, что может существовать какая-то, невидимая сила, которая может реально влиять на физические предметы. А теперь мы все им пользуемся. Тесла придумал способы передавать электричество без проводов, просто как бы по воздуху. Поэтому я думаю, что такая категория, как энергия, когда-то людьми будет тоже осмыслена, рационализирована, будут поняты законы ее существования, и люди будут этим пользоваться. И, возможно, магия не будет магией. Или волшебство. Чтобы вы понимали, мне нравится думать, что такое возможно и такое существует, просто потому что так жить интереснее. Просто потому что есть ощущение, что мир не до конца понятен, не до конца открыт, и есть куда расти и что делать. Да, если не будет таких сумасшедших идей, то, наверное, не будет никакого прогресса у человечества, так что все. Я адекватный человек, честно, наверное, да. Ладно,
Вот этот смешок был лишним, как будто я оправдываюсь. Ладно, что еще хотела сказать? Открываем заметки. У меня была еще такая мысль. Было бы забавно, если бы... Вот представьте себе альтернативную вселенную, в которой, когда ты смотришь на какой-то предмет, на нем появляются такие как бы солнечные зайчики, 2 зайчика от твоего взгляда. То есть видно, на кого ты смотришь, видно, что ты читаешь. Вот. И типа эту штуку нельзя отключить. И, например, люди бы придумали какие-нибудь специальные очки, которые блокируют вот это излучение, и ты такой ходишь в очках, и такие люди: подозрительный чувак, непонятно на что и куда он смотрит. Или, например, прикиньте, на сцене стоит человек, и все смотрят на него, и он просто светится, как от кучи прожекторов. Какая-то у меня еще была мысль в связи с этим, но я забыла. Боже, мне так страшно это будет пересматривать, я столько всего наговорила. И самое главное, чтобы вы понимали, я наговорила в непривычной для себя манере. Я просто так не останавливаюсь, какой-то там поток мыслей. В жизни я не так общаюсь. Так, прогулки. Что я хочу еще про них сказать? Да, очень люблю, когда... Очень люблю гулять именно по лесу, по лесопарку, когда рядом, например, лесной массив. Почему-то из деревьев я лучше всего себя ощущаю рядом с соснами и с тополями. Не знаю, вот какую-то прям я чувствую. Связь, не связь, мне просто хорошо. Сосновый лес обожаю. Мне очень нравится, что у сосен вот такая вот светлая кора, и какой-то лес от этого становится красивый, светлый, и наверху такие зеленые вот эти вот зеленые. Вы знали, что правильно говорить не хвоя, а хвоя? Я отказываюсь говорить хвоя, мне не нравится. Так же, как щавель. Так же, как никогда не буду говорить йогурт, например. Йогурт — допустимая норма, а йогурт считается прям настоящая норма. Проверьте по орфоэпическому словарю, если мне не верите, но это не хочу. Йогурт, хвоя, щавель. Вот, про что я хотела еще сказать. Короче, когда ты... насчет районов. Для меня очень необычно осознавать, что когда я приезжаю в новый для себя район, для кого-то он максимально привычный. То есть я хожу, разглядываю дома, разглядываю магазинчики, мне все так интересно, для меня все так ново. А для человека, это просто обыденность. Это просто обыкновенный маршрут, например, из дома на работу или в школу. И он это воспринимает по-другому, не так, как я. Это очень интересно. Еще хотела сказать, что меня радует даже в новые продуктовые магазины заходить. Даже если это магазины одной и той же сети, например, какую-нибудь новую пятерочку зайти, для меня это уже такой небольшой праздник. А тем более, когда это магазин или какое-то кафе, в котором я раньше никогда не была. Это всегда очень, не знаю, заряжает меня. Да, когда ты идешь счастливый, и когда ты гуляешь, и ты понимаешь, что ты полностью предоставлен себе, даже вид заводов, вид промышленной зоны, вид обычных, например, старых таких потертых домов или покосившихся избушек, это все тебя радует. Это как бы все освещается твоим счастливым сознанием, особенно если это какая-то хорошая, например, солнечная погода, тебе все кажется красивым, тебе все кажется прекрасным. И как бы при том, что, возможно, на том же заводе работают люди, которые просто ненавидят это место, они очень устают там, да, или в доме, который очень покошен, потёрт, окна выбиты, возможно, живут люди не самой благополучной жизнью, это как будто бы все нивелируется. То есть, когда ты сам счастлив и рад, тебе все вокруг кажется прекрасным и красивым. Вот. Я не знаю, тут никакой морали нет в этой мысли, просто такое наблюдение. Очень люблю тоже вид заброшенных домов, которые сочетаются с зеленью летом. Не знаю, почему-то что-то прямо в моем сердечке очень откликается на вид именно кирпичных таких полузаброшенных зданий, которые утопают в зелени. Это очень красиво, это очень необычно. Так же, как меня радует вид каких-то красивых, уютных, необычных коттеджей в пригороде, красивых дорожек. Но мне нравится как бы
Например, я была в Польше, и там очень все стерильно, я бы даже сказала. Вот в тех городах, где я была, всего в 2, по-моему, там прямо все идеально, геометрически выверено. И мне не хватало вот этого небольшого хаоса, который присутствует здесь. Небольшого творческого беспорядка в природе, потому что в природе не существует беспорядка. Вот, короче, да, когда я гуляю, мне нравится практически все, если погода хорошая. Еще к слову о том, что ты можешь там условно почувствовать себя новым человеком в новом месте, ты из-за того, что обнуляется или как минимум отходит на задний план то привычное мировосприятие, которое связано с твоим собственным домом, тот набор мыслей, которые ты обычно думаешь, прокручиваешь в голове. Из точки нового пространства как будто бы намного легче создать и новое будущее. Потому что ты перестаешь просто как принтер копировать то, что у тебя было сзади, то, что было вчера, на то, что будет завтра, через как бы распечатывание это в данном моменте. Ты, оказался в новом мире практически, опять же, даже если это твой родной город. И отсюда ты можешь начать мыслить совершенно по-другому и, соответственно, выстраивать другую дорогу перед собой. Это мне тоже нравится. Поэтому и хорошо бы мне это тоже для себя применить. Когда приходишь с прогулки, очень хорошо сделать, например, то, что давно откладывал, чуть-чуть отдохнуть и сделать какое-то новое действие, которое уже начнет тебя направлять на вот эту другую дорожку. Кстати, поэтому люди так любят путешествия. Если в рамках одного города и его окрестностей можно открыть так много для себя, то я представляю, сколько всего можно открыть, когда ты путешествуешь вообще в другую страну. Я, кстати, бывала в других странах, но в менее сознательном возрасте. Мне кажется, сейчас было бы намного интереснее. Я все, офигеть! Я практически все упомянула, что у меня было написано в заметках. Ну что ж, спасибо, что послушали. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, делитесь. Думаю, мне будет интересно почитать. Думаю. Это не байт на комментарии. Я делюсь-то этими мыслями в основном ради какого-то диалога. Поделилась кусочком своей любви к чему-то на этой земле. Рада. Я думаю, я кадры какие-нибудь повставляю. Что мы на превью поставим? Я счастлива, что... Короче, это практически первое мое видео, когда я за последнее время, когда я смогла от начала до конца изложить все, что мне хочется. Я не знаю, как это звучало, но это уже и не важно. Главное, что я рассказала все, что хочу. Пам-пам-пам-пам-парам-пам. Все.